Смотрите, какой у нас сегодня кусочек окорока. У меня он завалялся в морозилке. Давно я думал, что с ним приготовить. И я решил сделать из него ветчину. Как-то давно мне мама отдала вот такую вот приспособу. Это ветчинница. Что она в ней ни разу не готовила, что я в ней ни разу не готовил. Она у меня все лежала. И тут я подумал, а почему бы не сделать в ней ветчину? Попробовать. Вдруг прикольно будет, и потом можно будет с разными рецептами экспериментировать. Сегодня просто по классике пройдемся и сделаем просто мясную ветчину. Берем наш свиной окорок. Ну, для начала давайте его разделаем. Разрежем для удобства напополам. Срежем кожу. Также вырезаем кость, если она у вас присутствует. Ну а само мясо нам нужно нарезать на небольшие кусочки. Произвольно вот так вот берем. Нарезаем сначала вот такие брусочки. Ну и теперь примерно вот так вот произвольно нарезаем. Сильно мелко не надо, но и не крупните. Вот такой вот у меня получился тазик мяса. Здесь кило 550 грамм. В принципе, как производитель и заявляет, нужное количество для нашей ветчинницы. Кстати говоря, у меня на канале есть ветчина из рульки. Без этой ветчинницы, просто без каких-либо приспособлений, как из рульки свиной сделать вкусную ветчину. Переходите, смотрите. Очень интересно. А также смотрите плейлист с колбасами. У меня очень много рецептов на моем канале. Вот. Теперь мы на это количество добавляем столовую ложку соли. А также добавляем чайную ложку черного молотого перца. Ну и давайте возьмем 3 зубчика чеснока и вот так на мелкой терке натрем к нашему мясу. Вообще сюда можете добавить что-то еще, например, сладкий перчик, например, морковку, какие-то специи, травы по своему вкусу. Но это мы с вами будем экспериментировать в других сериях. Если вам будет интересно, пишите в комментариях. Вот. Ну а также мясо-то другое тоже можете использовать. Например, говядину, баранину. Можете сделать микс мяса. Тоже будет интересно. Ну и теперь, конечно же, нужно все хорошо перемешать, чтобы соль, перец и чеснок равномерно распределились между кусочками мяса. Вот так вот прям в течение минуточек 2-3 хорошо вымешиваем. Для того, чтобы ветчина получилась розовой, кто-то добавляет специальные вещества, либо там аскорбиновую кислоту. В общем, всякие разные способы есть. Напишите в комментариях, о каких вы знаете. Ну а также по желанию можете добавить сухого желатина. Я это добавлять ничего не буду. Оставим вот минимализм и прям вот классика жанра, без всего лишнего. Посмотрим, что у нас получится. Дальше мы берем, конечно же, ветчинницу. Сборку вы можете сами посмотреть в инструкции к своей ветчиннице. Здесь ничего сложного. Я на нижний ярус уже установил лоточек. Дальше смотрите, все делают там по-разному. Кто-то фольгой выстилает, кто-то пищевой пленкой. Ну а я сделаю как третий вариант использования. Возьму пакет для запекания. Вот так вот его берем. Опускаем нашу ветчинницу. Вот так вот раз. Ну и теперь сюда закладываем мясо. Вот так вот берем и прям плотненько сюда добавляем. Сразу трамбуем. У нас сюда должно поместиться 1,5 килограмма. Теперь мы берем, поднимаем наш пакет. Вот смотрите, видите, прям ровно, четко прям влезло 1,5 килограмма. Ну здесь нам нужно, в общем, завязать. Я буду кулинарной нитью перевязывать.
вы можете просто завязать на узел. Вот таким вот образом выкладываем. Закрываем второй крышкой, чтобы у нас вот эта дырочка совпала с прорезями. Берем теперь пружину и вот таким вот образом натягиваем. Вот так вот. Оп. И вот так вот. Оп. Теперь мы переворачиваем. И вот эти вот пружины нужно натянуть вот до сюда. Вот так вот. Опа. Ну все, наша ветчиница заряжена. Здесь вы можете отправить ее в кастрюлю, либо в скороварку, залить водой и варить. Я же сегодня буду запекать в духовке. Отправляем вот в таком вот виде в духовку на 1,5 часа при температуре 200 градусов. Опачки. Вот такая вот у нас история. Смотрите, сколько вытекло бульончика. Собственно говоря, спустя 1,5 часа. Теперь мы берем. Так вот. Вот так вот. Давайте перекладываем на доску. Ну, теперь аккуратненько снимаем пружины. Вот так вот. Оп. Ну что, давайте разрезаем. Разрезаем наш пакет. И наблюдаем вот такую вот картину. Теперь, конечно же, нам нужно дать полностью остыть нашей ветчине, чтобы она была прохладной, холодной. Сначала до комнатной температуры ее остудите, а потом убирайте в холодильник. Она когда застынет, соответственно, склеится еще больше, и потом ее можно будет уже нарезать на бутеры и кушать. И так у нас прошли сутки, и так получилось, что вчера не дождался, пока остынет, и уехал по делам в Москву. Приехал поздно ночью, и, соответственно, съемки перенеслись на сегодняшний день. Распечатываем нашу ветчину и смотрим, что у нас получилось. Снимаем пленку. Вот такой вот хорошо застывший кусочек домашней ветчины. Давайте разрежем, посмотрим, что у нас там внутри. Ну и, конечно же, продегустируем. Давайте прям напополам разрежем. Блин, режется прям очень плотно. Ну вот такая вот у нас здесь вкусняшка. Берем вот таким вот образом и нарезаем. Ну, как вы видите, вот такой вот тоненький кусочек совершенно не разваливается. Желатин я не добавлял, поэтому он и так хорошо держится. Ну что, берем, пробуем. На самом деле, с утра, когда открыл холодильник первый раз, прям, знаете, такая вот добрая ароматика пошла. Чесночок, специи, мясо, прям очень вкусно пахнет. Но это круче всяких похвал. На бутеры с хлебом, с чаем просто шикарно. Вот такой вот замечательный получился рецепт. Если вы знаете, как эту ветчину можно затюнинговать, добавить туда что-то прикольное, пишите свои рецепты в комментариях. Самые интересные я буду повторять и воплощать в видео жизни. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока!